Здравствуйте, друзья. Это Кул Керин. Ну вот, я вернулся в Arcanum вновь. Ну, я, конечно, попробую найти сейчас этого мага Т'вал Н'ора. Kill the dark elf mage T'wal N'ora in order to break the spell for the half-ogre slaves. Может быть, он находится в отдельной локации. И, наверное, я сейчас попробую выйти отсюда. На самом деле, это место неприветливое, уже и так понятно, потому что никто здесь со мной разговаривать не хочет, и вряд ли что-либо добьюсь здесь. Но, видимо, я ничего не вижу тут. Никаких новых локаций, где может быть этот Т'вал Н'ора. Ну ладно. Я думаю, что, может быть, я попытаюсь еще раз найти его как-нибудь, уничтожить. Если у меня не получится, то тогда, наверное, пойду отсюда уже. Наверное, вот это вот первая реплика, которую я могу сказать. Это, может быть, это такая грубость. You have been hit in the head once too often, I think. Take a gander in this, a close me ham-fisted man. You stupid human studying grudder. Get lost. Начинается. Да, вот это вот. Так. Что случилось? Что произошло? Ой, хватит. Подождите. О, там еще больше стражников нападает. Да, не сладко мне тут придется. И вообще, я думаю, что здесь нет никакого смысла оставаться здесь. Enemy of T'Sen-Эн. Should you enter T'Sen-Эн again, you should be prepared for a violent end. Ну, понятно. Ладно, друзья, я, наверное, все-таки... Я понимаю, что темные эльфы злые, но я не хочу их трогать, как-либо взаимодействовать с ними. Не хочу быть врагом злых персонажей. Давайте, я думаю, наверное, сходим куда-нибудь сначала в Тарант попробуем. В принципе, у меня слишком, довольно мало осталось заданий дополнительных, но некоторые я еще не получил. И я попробую найти что-нибудь еще. А тут у него нет ничего. 7 монет. Ну, я думаю, что это задание выполнять
я, наверное, не буду все-таки. Потому что и так нет смысла, потому что, ну, сами понимаете, по какой причине. Сейчас мне нужно как можно больше купить зелий для восстановления здоровья, усталости. И более всего я хочу купить, ну, больше вот таких вот розовых вот этих бутылок слез Морганы. Они самые лучшие, как вы уже знаете. Так, еще нужно вот эту вот бутылку сюда. И вот эту. Ну вот уже наступил, ну, совсем недавно, новый 1889 год, как я и говорил. Да, а они... это... на этот раз это, видимо, более... Да, но это точно не убийцы из клана Молокинхен, потому что... Ну, Молокинхен. Потому что я уже давно-давно с ними разобрался, уже не нападают они. Может быть, это просто такие нейтральные бандиты. Бегают по карте. Все еще. Так, Сога там хорошо с броней. What is it that you want of me? Чеки. Ну вот у него вот такие вот рэкс. Такая одежда надета. Но она недолговечная. Она слишком хрупкая. Попробую купить у кузнеца местного более мощную броню для чаки. Смог. Ну, только теперь уже только маленькие доспехи продает. Раньше продавал большие. Ну, ничего. Сейчас я схожу к мудрой женщине, как всегда, и куплю побольше зелий. На всякий случай. У меня тут до сих пор валяется лопата, но я, скорее всего, ее сейчас куда-нибудь... Хотя можно ее не вытаскивать оттуда.
не так уж обязательно. Я, конечно, копать уже ничего не буду. Не собираюсь, потому что не нужно. Вот теперь уже 9000 стало. Ну ладно, я уж думаю, что, ну, на первое время хватит. Продам вот эти кристаллы взамен. Больше она ничем не интересуется. Ну что ж, друзья, давайте направимся в Каладон. С другой стороны, наверное, я сейчас кое-что проверю. Сейчас я схожу в одно место, в котором я еще не был. Точнее, я был раньше там, но хозяина дома не было. То есть его охранник говорил, что... То есть это вот как раз... Это был такой мистер Эдвард Уиллсби. Так. Где же его резиденция? Она должна быть вот здесь где-то, да. Если не ошибаюсь. Я вам, друзья, уже говорил однажды насчет мистера Уиллсби, но слишком редко я его упоминал. Jolly good, Willsby, old boy. Haha, good one, Smythe. Тут с одним человеком ходит. Yes, what can I do for you? May I ask you who you are? Greetings, I am Edward Willsby, businessman and chairman of the Tarantian Industrial Council. How might I be of service? Well, might Mr. Willsby, may I ask you a few questions? I'd be more than happy to speak with you, young man. I'm always eager to hear the thoughts and opinions of my constituents. Unfortunately, I have a pressing engagement just now. Will you stop by my offices in City Hall in an hour or so, and we can speak further? I might just do that. Good day to you. Ну вот. Это как раз был тот самый Эдвард Уиллсби, с которым я познакомился только что, прямо сейчас. Подождите, друзья, немного. Ну вот, друзья, я вернулся. Давайте поговорим.
с этим человеком, магом. Hello there. Greetings, sir. May I ask who you are? Of course, I am Perriman Smythe, recent graduate of the College of Phantasm and representative from Tala, City of Mages. Very nice to make your acquaintance, sir. Yours as well, sir. Have you a moment? Certainly. What brings you to Taranto, Perriman? Oh, nothing in particular, really. Just travel and whatnot. I hadn't really seen anything beyond the walls of Tala before a few weeks ago. You might say I have lived quite a sheltered life. Этот маг говорит, что он когда-то жил в городе Тала, ну или Тула, это можно так произнести, наверное. То есть, и потом переехал в Тарант. Interesting. Tell me of Tala. What is it like? Tala? Oh, it's absolutely breathtaking. It's located deep within the oasis of mist, hidden for centuries from the outside world. The black windowless tower of Simeon Tor, encircled by the of the stone mansions of the master mages, where they practice the oldest and most powerful magics. What else? In the middle of the great courtyard is Pelosian's pool, where it's said that the spirit of the great conjurer still comes to watch over the apprentices. And in the early evening, as the sun sets over the Wintergrove's wastes, you can hear the golden harmony of the soul singers as they wave melodies with their otherworldly counterparts. Where is Tala, Perriman? Tala? Sorry, my friend, I am under oath to never reveal that secret. То есть он дал клятву никогда не рассказывать об этом городе, где он находится. I see. Why did you live there? Oh, I was sent to Taranto on a, how would one phrase it? A mission, I suppose to call it. Mr. Simeon felt I was best qualified for the job, and so to Taranto I went. And I have just spent 2 weeks with Mr. Willoughby recovering from my mission. What an adventure, I must say. What happened? То есть он был послан в Тарант для какой-то миссии важной. И вот он уже где-то недели 2 примерно он путешествует тут с мистером Уиллсби в Таранте. Well, here's a newspaper describing what happened as a result of the whole affair. Вот газета, которую он дал мне. I'd rather not get into the whole story, but I have been approached by a gentleman who seems very interested in writing a short book about what happened. Sir Chadwick Moore or some such. Rather bothersome fellow, but he seemed rather insistent. I look for it. You mentioned Master Simeon. Who is that? Master Simeon Tor? He is the greatest mage in all of Arcanum. As leader of the Talian Assembly, it is his responsibility to oversee all that happens within the walls of Tala, and much of what happens without. He is a hard man, but fair, and extremely powerful. He is a master in the College of Summoning, and learned in many others as well. Interesting. Tell me of Tala. What is it like? Ну, он это уже говорил. Я это уже его спрашивал. A few more general questions. Кстати, можно предложить ему присоединиться ко мне. Но я пока подумаю, друзья. Надо кому-нибудь отдать шлем этот. Можно отдать его Магнусу или, может быть, Вирджил пусть наденет.
train wrecked at Vermilion Station. То есть крушение поезда на станции Вермиллион, на Vermilion Road. То есть как раз вот на этой станции, вот там, где вот я мимо нее подходил. Ну, давайте сходим к мистеру Уиллсби. Он хотел, ну, встретиться с нами через час, как раз. Это должно быть вот здесь, City Hall, Department of Water, Hall of Records. Я там уже был, в самом зале записей, там, где я выяснил, ну, информацию, получу информацию о мистере Тервиллингере. Здесь. Кстати, Ургаем. Это его, видимо, телохранитель. Давайте поговорим с мистером Уиллсби. It is always a pleasure, I am sure. Hello, Mr. Ullsby. Have you time to talk? Why, yes, I do so enjoy conversations with my constituents. Lifeblood on the city and all of that. Do you know anything of the politics here in Taranto, young man? No. Might we speak of them? Taranto is ruled by the Tarantino Industrial Council, of which I am the chairman. We are a group of businessmen and politicians who make laws based upon what we feel is best for both the commercial and the culture future of our fair city. То есть Тарант управляется Промышленным Советом, и вот как раз мистер Уиллсби возглавляет этот совет, является его председателем. Has Tarant always been ruled as such, or was here once a king? No, the monarchy, well, how should one phrase it, became outdated about 50 years ago. We don't speak of it much here in Tarant. Suffice is to say that the city has prospered under our new system of government. Do you know the Unified Kingdom, friend? No, what is a Unified Kingdom? Что такое Объединённое Королевство? The Unified Kingdom is an alliance of two major kingdoms, those of Tarant and Ashbury, who share trade resources and military strength. And there are many cities that are currently looking into joining the Unified Kingdom. Negotiations with prospective members are a part of my job. I see. Just a few questions about Tarant. What would you like to know about? What does your job entail, Mr. Ullsby? My job? I have many responsibilities being chairman of the Industrial Council, as well as the owner of my own considerable enterprises. As of late, I have been monitoring the negotiations with Caladon. Caladon, you see, is considering becoming a member of the Unified Kingdom. Really? Have they agreed to do so already? No, we have hit a barrier in the negotiations that we are not quite sure what to do. We are in this
desperate need of a skilled diplomat to approach the king's advisors with our newest proposals, and to make sure that their decisions is to recommend Caladon join us. We are having trouble finding a man with the skills to successfully do so. То есть нужно поговорить с королем Каладона и уговорить его, чтобы Каладон присоединился к Объединённому Королевству. I might be the individual you are looking for. No, I don't think you are the man we are looking for. This test will take the most skilled mediator. And no offense, but I just don't think your powers of persuasion are yet up to the test. This job will require an expert negotiator with the highest skill, you see. Может быть, можно сказать вот так. I was wondering if you'd reconsider me with the negotiations. Ну вот, какое-то задание, но оно помечено черным шрифтом, то есть это можно выполнить по желанию. То есть нужно уговорить короля Каладона присоединиться к Объединённому Королевству. То есть, ну, в этот альянс уже входят, в этот союз уже входят Тарант и Эшбери. Ну ладно. Ну, какой-то человек. Excuse me here, my good man. I couldn't help but notice that you came out of the offices of Mr. Edward Woolsby, the chairman of the Industrial Council. Might have been quite an important piece of business. Who are you to be asking? Me? Oh, just a concerned citizen. I know that Mr. Woolsby is involved in much of what goes on in our fair city. So I make it my business to know what he is up to, and who he is talking to. You didn't answer my question. Who are you? То есть он говорит о мистере Woolsby, что он вовлечен во многие дела, такие, ну. As I said, I'm one of the group of concerned individuals who are working towards a common goal. Mr. Woolsby is a powerful man, and his influences are far-reaching. Men such as he, you just never know what they are getting into. What exactly are you insinuating, sir? Nothing. It's only that a man might be talking to Mr. Woolsby, and then Mr. Woolsby might tell you something, and the next thing you know, you are involved in something you don't completely understand. Something political, perhaps. Do you know what I'm talking about, sir? Perhaps you mean the negotiations with Caladon. You see, you walked into Woolsby's office only a little while ago, and now you are privy to delicate national information. Not that I don't appreciate your candor in that matter, my friend, but don't you feel that it's just a little strange? I don't find it odd at all. Я не считаю это странным. It's interesting, friend. I mean, you just haven't arrived in Taranto, an outlander, and now you are considering acting as a mediator between two of the most powerful kingdoms in all of Arcanum. I don't know where you come from, sir, but where I'm from, we call that a strange and have no trouble doing so.
Perhaps you are correct. Who did you say you were? My name is Henrich Jenks. I represent a concerned group of citizens, both here in Taranto and abroad. We have made it our business to keep a close look on the political power structure in the unified kingdom, and to make sure that it's working toward a mutually beneficial end. Его зовут Хенрик Дженкс, и он представляет группу жителей, которые в Таранте и за границей. И он хочет поговорить со мной об этом, о присоединении Каладона к Объединённому Королевству. Что же он скажет? Can I assume that you believe Mr. Willesby is not doing so? You might say that, friend. I know that he is currently involved in negotiations with Caladon, and that he is very interested in making sure that they become members in the unified kingdom. I believe this interest supersedes any other concerns he might have, including the interests of his own constitutions. I find this troubling. Are you saying that the Caladon's membership is a better idea? Let's look at the facts, sir. Tarant, with the unified kingdom, is the most powerful kingdom in all of Arcanum. We have natural resources, shipping and railroads, as well as the most stable manufacturing framework of any city of the world. Much of our great wealth comes at the expense of cities like Caladon in the form of taxes and tariffs. So, what are you saying? So Mr. Willesby and his cohorts on the council are in effect taking away a great source of Tarant's wealth and power by allowing a kingdom like Caladon to join the unified kingdom. Caladon is dependent on us for resources like lumber and technology. If they are allowed to join the unified kingdom, then we lost that advantage. Понятно. То есть, если Каладон присоединится к Объединенному Королевству, тогда они могут потерять преимущество некое. I see your point. Don't get me wrong, friend. It's man like Willesby who made Tarant what is it today. Man with vision and the backbone to do whatever it takes to see that vision to its end. Tarant was not always so powerful, and to make it so had a great price. What price? What do you mean? That's another story for another time, and not mine to tell, sir. Let us just say that the Tarantian monarchy was one of the victims of the Industrial Council's vision. As in any war, there are casualties. If you respect Willesby, why question his actions now? Power can do strange things to man, my friend. What created Tarant was patriotism, but I am afraid that greed is now the fuel behind her fire. Willesby stands to make quite a bit of money and if Caladon joins the unified kingdom. Remember, he is a businessman first, a politician afterwards. You said before there was a price in making Tarant great. Хотя, можно сказать вот так, наверное. What does he stand to gain? Manufacturing concessions, tax advantages. Caladon will do just about anything for a businessman who holds the power to push this agreement through, don't you think? Perhaps. What are you suggesting be done, Mr. Jenks?
You see? Two men, strangers really, can have a logical, rational conversation, and the next thing you know, things are being done. Good things, mind you. Necessary things. Things that might make this city great. I have agreed to nothing, Jenks. Да, на самом деле это очень долгий разговор, я уже, друзья, уже начинаю уставать от этого. Ну, ладно. Почитаю еще немного. Наверное, вот до конца. Потом закончу. Have I said that you have? I was just making an observation, sir. It's strange how great things sprout from such insignificant encounters, don't you think? I'm ready to hear what you have in mind, Jenks. Good, good. Most importantly, did or did not you accept the position as mediator between Caladon and the Unified Kingdom? I volunteered for the position, but was denied. I see. Well, that's not a problem we can't overcome. Although it would have been a great advantage is doing what needs to be done. То есть, что нужно сделать сейчас мне? Что он предлагает, этот человек? Хенрик Дженкс. And that is assassinating King Farad of Каладон. Он предлагает мне убить короля Каладона, то есть короля Фарада. What? I had no idea. I'm leaving right now. Hey, I don't understand why we're attacking such a decent time. Он на меня напал. I won't do this for much longer. Да, тут Магнус тоже, ну, не захотел, чтобы я нападал на него. Hello again, I hope you are well. Да, нужно поговорить с мистером Уиллсби об этом. Mr. Willsby, there is a conspiracy to kill King Farad. What? What are you talking about? I was approached by a man named Jenks, but killed him. Ah, well done, my boy. Taranto appreciates your efforts. Here, take this some donation as a token of our gratitude. Вот я получил 500 монет за то, что я убил этого заговорщика Хенрика Дженкса. Think nothing of it, Willsby, old boy. A few more questions. Ладно, друзья, на этом я прощаюсь с вами. В следующий раз вернусь и продолжу. До свидания.